Человек со сложной историей, полный взлетов и падений, добра и зла, но готовая изо всех сил становиться лучшей версией себя. Маринет. А это Хлоя. Ее никто не любит. Зато я знаю, как вы любите премьеры новых эпизодов. Поэтому приветствуем абсолютно, надеюсь, не нелепый разбор нового 24-го эпизода 6-го сезона Леди Баг и Суперкот Королева Страхвилля, о котором, конечно же, нам нужно серьезно поговорить. Ведь Лайла намерена реализовать свой сокрушительный удар по Маринет, но не только она. Врагов у Леди Баг становится только больше, но никто ей не поможет. Зато мне помогает каждый чудесный подписчик моего Бусти, и в особенности эти убер-подписчики. Ну а мы просто улетаем в Поднебесную. Лайла, или точнее ее альтер-эго, улетела в Шанхай. Резко и дерзко. Настолько, что даже лишний раз уделить времени аккуматизации она не смогла. И это не просто так. Мы видим ее в знакомом нами образе из лондонского спешла. Ирис Верди. Это ее личность, которую она использует как гражданскую, которая якобы родом из Швейцарии. В этом эпизоде она совершает несколько важных действий. Не забывает воспользоваться приездом Хлои Буржуа в Париж, чтобы создать сильного аккуматизированного злодея, и реализовать свой глобальный и финальный план, который применит в последних двух эпизодах этого сезона. И именно об этом мы поговорим в первую очередь. Первым делом можно заметить, что Ирис, или точнее наша Лайла, поставила в приоритет задачу улететь в Шанхай, нежели воспользоваться Хлоей, вновь прибывшей в Париж. И это не просто так. Прибывает она в Шанхай и первым делом посещает заведение Ван Чена, в котором встречает знакомую нами Фэй Ву. Однако вопрос: зачем? Видно, что Лайла использует свою суперсилу, манипуляцию и ложь, чтобы втереться в доверие к Ван Чену. Не зря Лайла наврала Фэй, что имеет родственников во Франции. Или не наврала, дабы найти общий язык с дядей нашей Маринет и случайным дружелюбным способом попасть на праздник в дом Дюпинченов, который ожидается в ближайшее время. А праздник это день рождения Сабины Чен. О предстоящем празднике, который ожидается в 25-м эпизоде этого сезона, мы узнали из его синопсиса. Маринет организует сюрприз на день рождения Сабины, но именно она проведет день полный сюрпризов, далеко не всех радостных. Помимо всего из слитой в сеть информации, мы узнали, что в предстоящем эпизоде будет сцена, где Лайла будет находиться в комнате Маринет вместе с ней. Впервые в этом сезоне произойдет прямое столкновение главных врагов сериала, и несложно догадаться, что данный поворот событий не будет благоприятный для Маринет. Именно поэтому Лайла так торопилась в Шанхай, дабы успеть сдружиться с родственником Сабины и легально попасть на это мероприятие или нечто подобное. Но раз уж сама Хлоя решила посетить Париж, грех было бы этим не воспользоваться. И так Лайла придумала незамысловатый план, где Акума под боком у Хлои готова аккуматизировать жертву. И жертвой в глазах Лайлы становится Сабрина Ренкомпри, потому что она до сих пор хочет видеть Хлою своей подругой, и поэтому надавить на ее эмоции будет проще простого, отправив от лица Хлои якобы искупительное письмо лично Сабрине. Но я был очень удивлен, к чему это в итоге привело. Четвертый эпизод этого сезона был посвящен именно Сабрине и то, какова ее жизнь после того, как Хлоя улетела из Парижа. Терзание и обида, что, во-первых, ее лучшая подруга исчезла из ее жизни, во-вторых, объективно, зло во плоти. В данном эпизоде она прошла некий путь, после которого наконец-то заимела в свою жизнь настоящих близких друзей, а также сменила имидж, прическу то есть, став новой версией себя, что даже отразилось на ее супергеройском костюме. Но один вопрос не был закрыт. Есть ли еще место для Хлои Буржуа в сердце Сабрины? А оказывается, что да. И я даже был готов возмущаться некоему сливу персонажа Сабрины, но авторы удивили. Да, у Сабрины была искра надежды, что Хлоя все-таки исправилась. Но после того, как она убедилась, что это не так, просто с улыбкой приняла этот факт, окончательно убедившись, что ей точно не нужно больше тратить свои мысли и переживания на Хлою. И это было обыграно очень классно. Вот тут я обратно убираю огнестрельное оружие, из GTRP, конечно, которое было направлено на авторов, и говорю им, но в целом норм. Однако, это не единственное, что меня удивило. И в хорошем смысле, и в плохом. Смеется тот, кто смеется последним. И таковым стала Маринет. Это была шикарная сцена, где режиссура сыграла с персонажем Маринет интересным образом. Зритель неожиданно и бескураженно смотрит на доминирование Маринет над Хлоей, видя в Маринет при этом немного даже пугающую фигуру. Это очень тонкое ощущение, которое могло появиться далеко не у всех, но просто хочу сказать, сцена огонь, мне нравится. Но мне не сильно
сильно нравится вообще факт существования этой сцены. Просто ее же мы видели в финале 5-го сезона, когда абсолютно такой же по смыслу диалог произошел между Маринет и Хлоей, где также Маринет стала в положение полного эмоционального доминирования. Как мне показалось, это было идеальным завершением той арки Хлои, которую авторы вели с 4-го сезона, где в конце Хлоя получила не какой-то сокрушительный удар, не позор или не неудачу, а просто опустошение. И видеть Хлою прямиком из 4-го сезона в 6-м после той сцены в самолете как-то странно. Как будто авторам принципиально нужно было ввести в сюжет еще раз Хлою, дабы всем напомнить, насколько она неадекватная. И вообще дурка по ней плачет. Однако уточню, что Хлоя вообще не является главной темой этого эпизода. Она нужна была в сюжете только ради того, чтобы закрыть последний главный вопрос в формировании новой Сабрины Ренкомпри. Последний раз нам показать, что Маринет доминирует над Хлоей и что Хлоя никчемная, а также что осуществился план Ноэ Люксуса. Надеюсь, вы про него не забыли. Сюжет эпизода не особо концентрировался на нем, но явно дает нам понять, что он является единственным, кто явно заимел профит от этого переполоха с Хлоей. Как минимум, несмотря на то, что он якобы организовал съемку для Хлои в школе, из-за чего ее перекрыли для учащихся, активно монетизирует зло внутри девочки, ему объективно все равно на эту даму. Ведь он даже не собирался потакать ее хотелкам. Это нам подсказала мэр Парижа Колин Бюсте. Ноэ не планировал проводить реальные съемки в школе. О съемках в школе никакой речи даже и не шло. Неужели такой серьезный продюсер так облажался и просто забыл о каком-то там разрешении на съемки? Конечно же нет. Но его цели нам неизвестны. Однако мы точно можем понять, что какие-то его планы все-таки были реализованы и преподнесены ему прям в руки. Амулет Атакум. Не очень состыковывается то, что вся эта заварушка была планом Ноэ, чтобы получить амулет Атакум. Ведь как минимум аккуматизация Хлои даже не входила в планы Лайлы. Но все-таки он его получил. И он хотел его получить. А как мы знаем, в должных руках это может стать оружием против самой Леди Баг. И наверняка Ноэ прекрасно об этом знает. Как теперь знает и Маринет о том, что враг очень близко. Случайная находка позволила ей сложить 1+1 и понять, что тот, кто отправил Ультра Акуму Хлое и лжеписьмо Сабрине, один и тот же человек, то есть владелец талисмана мотылька. И Маринет чувствует, что враг очень близко и готовит следующий пугающий ход. Однако я задался вопросом, а специально ли такую оплошность совершила Лайла? То есть она купила уникальные почтовые марки, наклеила их на видном месте, чтобы проще случайным глазам было обнаружить сходство между этими объектами? Даже как-то странно это звучит и точно не в духе Лайлы, которая на 10 шагов впереди. Возможно, Лайла надеялась, что это сходство заметит Маринет, а.к.а. Леди Баг, и поймет, враг близко. Включаем панику, а причины для паники более чем есть. А вот причин не посмотреть новые выпуски Радио Лайра и Бэмакса у вас нет, потому что первые 2 выпуска уже доступны на моем бусте для всех желающих. Это именно тот формат, где мы без сценариев, в уютной, теплой атмосфере обсуждаем все самое интересное из мира Miraculous и отвечаем на ваши вопросы. Такс, вопрос к Лайру. Как появился мем? Нам нужно серьезно поговорить. Пока доступно лишь 2 выпуска, но скоро мы пополним их новыми. Поэтому обязательно не забудьте посетить мой бусти и получить доступ ко всем эксклюзивным видео по Леди Баг Суперкод от Лайра. Только по ссылочке в описании. Да, хоть Хлоя и не является для нас интересным персонажем, но вот королева Страхвеля, это было классно. Ее суперсила, которая погружала всех людей и супергероев в состояние страха. А при приближении это ощущение возрастало в 10-кратно. Очень интересная реализация. Необычно наблюдать, как герои против своей воли испытывают ужас. И это не дает им даже попытку приблизиться к злодейке и победить ее. И только благодаря этому мы смогли увидеть в страхе обнимающихся Леди Баг и Суперкота. Нет, ну а что вы хотели? Я вообще фанат этого шоу, и для меня фан-сервис очень важен. Ну раз уж тема зашла про фан-сервис, то хочется отметить пару небольших деталей, отсылающих нас на прошлые сезоны. Во-первых, наша перевоплощенная версия Лайлы с талисманом мотылька на голову выше самой Лайлы, что аналогично было и у Габриэля с его бражником. То есть это не косяк 3D художников, а осознанная деталь, которая лучше скрывает тайную личность за маской. А во-вторых, есть подозрение, что последние 3 серии 6-го сезона будут немного напоминать первый родной сезон. А именно, если опираться на тот факт, что в 24-м эпизоде, как и в первом, так и в 6-м сезоне, аккуматизированной была Хлоя. Или как и в 4-м, но это не важно. В следующем 25-м эпизоде, возможно, станет Ван Чен, как это было и в 1-м сезоне. Ну и по такой логике, в 26-м финальном эпизоде сезона главной звездой станет сама Лайла, что вполне логично. И вполне скоро мы узнаем, правдиво ли наше наблюдение или же нет.
Но в любом случае мы знаем, что финал 6-го сезона будет скоро, и он будет сокрушительным. Но пока предлагаю обсудить в комментариях новый 24-й эпизод 6-го сезона Леди Баг и Суперкот «Королева Страхвеля». Обязательно поделитесь своими мыслями по поводу этого эпизода и догадок касательно того, в чем именно заключается план Лайлы на финал 6-го сезона. Походу она решила приблизиться к Маринет так близко, как никогда ранее, и многовероятно у нее есть много козырей в рукаве, иначе быть не может. И встреча Маринет с Лайлой явно заставит нас очень сильно понервничать. Ну а чтобы не пропустить этот момент, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!